Добрый день, дорогие пекари! Сегодня решила внять многочисленным просьбам и показать, как же печь хлеб на дрожжах. Сама хлеб на дрожжах не пеку, можно сказать, никогда. Всегда пеку на закваске, но сегодня решила отступить от своих привычек и правил и сделать хлеб на дрожжах. И не просто хлеб, и не просто рецепт. Я решила вам объяснить, как же испечь домашний хлеб, если вы ничего не знаете про закваски, очень слабо себе представляете работу даже с дрожжевым хлебом, у вас есть только сухие дрожжи, самая простая мука из супермаркета, и вы уже делали, например, какой-то рецепт, у вас ничего не получилось, все расплылось, растеклось, ничего не вышло. Сегодня я расскажу об основных принципах, как собрать рецепт, как работать с тестом, чтобы получился вкусный и хороший домашний хлеб. И это, по сути, для вас будет такой базовый рецепт, хотя это даже не рецепт, а некий такой свод элементарнейших правил и представлений о том, как дома можно испечь хлеб. Давайте начинать. Сегодня у нас будет рубрика «Помощь другу» или «В помощь начинающим пекарям». Периодически мне задают вопрос, а как же испечь хлеб на дрожжах, либо на сухих быстродействующих дрожжах. И я, как правило, отвечаю, что я не пользуюсь быстродействующими дрожжами и не пеку на них. Но сегодня я решила отойти от этого своего правила и показать тем, кто никогда не пек на заквасках, не знает, что это такое, смотрит на мой канал как на что-то совершенно непонятное, неизвестное, это терра инкогнита для вас. И сегодня мы сделаем хлеб на быстродействующих дрожжах. Это видео поможет вам, если вы уже пытались печь хлеб и у вас ничего не получилось, вы не разбираетесь в рецептах, не понимаете, что с чем смешивать и почему, и сегодня я вам все это объясню. Делаем очень просто. Как правило, расчет каждого рецепта идет на килограмм муки. Но килограмм это будет огромный хлеб, нам такой не нужен. Поэтому мы будем делать на полкило муки. Муку возьмем самую обыкновенную, высшего сорта, пшеничную. И нам нужно 500 граммов пшеничной муки. Это может быть как вся мука высшего сорта. Если вы хотите так сделать, так вы можете сделать смесь. Я сделаю так. Возьму 350 грамм муки высшего сорта, даже вот пусть будет 370, так у меня насыпалось. И мы можем добавлять любую другую пшеничную муку, которая у вас есть. У меня вот есть остатки, например, цельнозерновой муки пудов, у меня есть еще другая цельнозерновая мука твердохлеб. И я совершенно спокойно досыпаю вот эту муку. Вот у меня получилось 410 граммов. Ну, вы поняли, мы собираем количество муки, ссыпая разную пшеничную муку. Еще насыплю твердохлеб цельнозерновой. Вот у меня получилось 470 граммов. И я хочу немного для запаха, для вкуса добавить ржаной муки. Пусть будет 30 грамм. Вот, все, 500. Если у вас нет ржаной муки, вы можете ее не добавлять. Полностью насыпаете 500 граммов пшеничной муки. Берем венчик и размешиваем мучную смесь. Если любите просеивать, просейте. Я делала видео, почему я не просеиваю муку. Если вам интересно, посмотрите, оставлю ссылку в описании. Смешали муку. У нас 500 граммов муки. Воды потребуется 370-400 граммов. Лучше меньше, вам будет проще справиться с тестом. Ну и вот в мерный стакан я отмерила 375 граммов воды. 370, 380, 375. Большого значения эта точность не имеет. То есть плюс-минус 5 граммов это не важно. Дальше. Важный ингредиент – это дрожжи. Они у нас сухие, поэтому их нужно активировать. Если бы у вас были дрожжи живые, их можно было бы использовать сразу. Чтобы активировать дрожжи, мы берем какую-то другую миску, наливаем сюда воду. Из той воды, которая у нас пойдет в тесто, наливаем часть воды, неважно сколько. Насыпаем дрожжи. На 500 грамм муки нам нужно 5 граммов дрожжей. И из нашей мучной смеси берем несколько столовых ложек муки. Ну, например, 2-3 ложки будет достаточно. И размешиваем. Она должна быть вот примерно как тесто на блины, вот такой густоты. Хорошенько, интенсивно размешали. Крышечкой либо пленочкой накрыли. И оставляем в теплом месте на 20 минут. Через 20 минут смотрим, что же получилось. Вот такая шапочка. Дрожжи активировались.
Если у вас нет вот такой активной пены, не получилось, значит, подержите дрожжи еще немножечко, минут 10, может быть 15, либо чуть-чуть потеплее сделайте температуру, поставьте в более теплое место. Ну и сейчас мы будем все смешивать. Берем смешанную муку, отправляем сюда активированные дрожжи, вливаем всю остальную воду и обязательно добавляем соль. На 500 граммов муки у нас идет 10 граммов соли. Дальше все очень просто, нужно замесить тесто. Если вы думали когда-то, что в хлеб добавляется яйца, масло, молоко, то это неправда. Все эти прекрасные продукты идут у нас в сдобное тесто. А сейчас мы делаем пресное хлебное тесто. И его ингредиенты это только мука, вода, соль и разрыхляющий ингредиент. В нашем случае это дрожжи сухие. Могут быть дрожжи обычные прессованные, живые, может быть закваска. Обычно я пеку на закваске, вы можете это видеть во всех моих видео. Но сегодня я решила помочь тем, кто еще не знаком с заквасками. Смотрите, предварительно смешали тесто, получили вот такой вот рыхлый комок. Дальше не нужно бояться теста, выкладываем его на стол. Всю сухую муку высыпаем в серединку и начинаем ручной замес теста. Технологии замеса я показывала, вы можете посмотреть их. Оставлю ссылочку на плейлист. Сейчас тесто рыхлое, липкое. Не нужно этого бояться, мы спокойно продолжаем замес теста. Вы можете даже не вынимать руки из теста. Вы с ним так легонечко играете на столе. Можно двумя руками, можно одной, двумя будет быстрее. Можно его помять. И постепенно оно приобретает эластичность. Сейчас мы делаем только первичный замес. Самое главное, чтобы в нем разошлась сухая мука. То есть вы видите, что сухой муки нет. Все тесто вот такое однородное и липкое. Берем его и отправляем в миску. Оставляем его в миске, накрываем обязательно крышкой и даем ему постоять при комнатной температуре 20 минут. За это время у нас мука впитает всю воду, набухнет и замес теста пойдет проще. Вам не придется прилагать много усилий, чтобы его замесить. Через 20 минут мы возвращаемся к тесту, смачиваем руки. Смачивая руки, мы предотвращаем прилипание теста к рукам. Вынимаем тесто на стол. Чтобы тесто стало не липким, его нужно хорошо замесить. Замешиваем отбиванием. И вы видите, как сразу замешивается тесто. Если вы не умеете замешивать отбиванием, технику я показывала, оставлю ссылку в описании на техники замеса, вы замешиваете обычным способом. Растиранием можно двумя руками, можно делать вот так, если вам так удобнее. Можно делать одной рукой. В общем, замешивайте любым способом, который вам удобен. И вы видите, как легко замешивается тесто после того, как оно постояло и мука впитала воду. Вот такое замечательное тесто, совершенно не липкое. К рукам, к столу оно не липнет, никаких следов не оставляет. Замешиваем его до однородного состояния и до того момента, когда мы видим, что оно становится более-менее таким гладеньким. Если вы слишком сильно замесите тесто, то у вас мякиш готового хлеба будет грубее. Поэтому вот на этом состоянии замеса я и остановлюсь. Возвращаем миску, смазываем ее подсолнечным маслом. Это предотвратит прилипание теста к миске, а также облегчит ему подъем. То есть тесто будет скользить по стеночкам и проще будет подниматься. Возвращаем тесто в миску, накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на брожение на 2 часа. Через 40 минут я к нему вернусь, сделаю одну обминку. Через 40 минут возвращаемся к тесту, смачиваем руки. Руки мы смачиваем всегда для того, чтобы избежать прилипания теста. И мы видим, что тесто начало уже бродить, в нем появились пузыри, и я делаю тесту круговую обминку. Обминка перераспределяет газ в тесте, она помогает сформировать мякиш будущего хлеба, и она позволяет сделать его более однородным и красивым. Оставляем еще на час 20 минут. Общее время брожения у нас будет 2 часа.
Когда прошло 2 часа брожения, смотрим на тесто. Видите, какое прекрасное тесто. Оно очень сильно увеличилось. И сейчас мы будем его формовать и ставить уже на окончательный подъем, то есть на расстойку. Припыляем любой пшеничной мукой и припыляем стол, чтобы тесто у нас не прилипало. Опрокидываем мисочку. Смотрите, какие кружева. Красота! Дальше делаем тесту круглую формовку. Начинаем заворачивать края к серединке. И сформовываем круглую заготовку. Проходим раз, проходим второй раз. После того, как прошли второй раз, переворачиваем заготовку и ее округляем, прокатывая по столу. Делается это просто, чуть-чуть на себя натягиваем и делаем круглый шарик теста. И берем корзинку для расстойки. Если у вас нет такой корзины, берете любую подходящую по размеру миску, выстилаете ее салфеткой или полотенцем, присыпаете мукой и укладываете сюда тесто. Самое главное, чтобы миска не была слишком широкой, чтобы тесту было чуть-чуть в ней тесновато. Дальше накрываем полиэтиленовым пакетом, либо любой пленкой и оставляем при комнатной температуре примерно на 30-40 минут. Наблюдаем за подъемом теста. Забыла вам сказать, когда мы ставим на расстойку хлеб на окончательный подъем, нужно включить духовку, чтобы она заранее разогрелась. Печь я буду в посуде под колпаком. Что это за посуда, я рассказывала. Оставлю ссылку в описании. Зачем она нужна, я также рассказывала. Вы сможете посмотреть в отдельном сюжете. Выкладываем заготовку хлебную на бумагу. Ее можно слегка присыпать мукой, для того, чтобы был более красивый потом рисунок. Для того, чтобы облегчить надрезание, я делаю вот такую разметку. Можете делать художественные надрезы, можете не делать, можете просто сделать один большой надрез. Я люблю, когда хлеб красивый, поэтому делаю вот такие колосочки. И потом делаю основной надрез. Глубина надреза примерно сантиметр, чуть-чуть меньше. В качестве колпака я использую вот такую чугунную кастрюлю-казан. У нее крышка сковорода плоская. И на этой крышке я и буду печь. Выкладываю. За бумагу можно поправить. Лишнюю бумагу можно убрать. Дальше накрываю корпусом кастрюли как колпаком и отправляю в духовку на 260 градусов на 15 минут. Через 15 минут от начала выпечки достаем нашу посудину, снимаем колпак, смотрим на хлеб и уже без колпака отправляем хлеб допекаться при температуре 210 и еще примерно на 20 минут. Через 20 минут достаем хлеб. Вы видите, что он готов. В отличие от моего заквасочного хлеба долгой ферментации, видите, он достаточно светлый. Такой получается хлеб на дрожжах. Но, тем не менее, у нас получился красивый, румяный. Кстати, хочу вам сказать, если у вас для начала выпечки ваша духовка не выдает 250-260 градусов, ничего страшного. Вы ставите на ту температуру, которая у вас максимальная. Очень легкий хлеб получился. Если постучать по донышку звук глухой, это значит, что хлеб пропеченный. Убираем горячую посуду. Необходимо положить хлеб на решетку, чтобы он остыл. И после полного остывания можно будет разрезать. Хлеб у меня остыл. Давайте разрежем, посмотрим на мякиш. Прекрасный, по-моему, замечательный хлеб. Смотрите, какая красота. Чудесный мякиш. Кстати, нет вот такого сильно шибающего запаха дрожжей, чему я очень рада. Я уже отвыкла от запаха дрожжевого у выпечки, и для меня он слишком сильный. Для вас, кто не знает, что такое закваски и не печет на них, будет в самый раз. Вот такой вот аромат. Замечательная структура. Смотрите, мягкий, упругий. На мой взгляд, то, что нужно. Настоящий, хороший домашний хлеб. И еще... Чтобы хлеб у вас дольше хранился, оставался свежим, посмотрите мой сюжет о хранении хлеба, я оставлю ссылку в описании. Все, что я говорила, точно так же относится к дрожжевому хлебу. Пеките в свое удовольствие, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно напишите в комментариях, насколько полезно вам было это видео. Давайте с вами продолжать печь и испечем еще много всего интересного.